Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что вас ждет? Настраивайтесь на расклад. Как всегда, для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, что у вас сейчас происходит. Вот знаете, ваша работа – это как спасение от одиночества. Вот вы себя чувствуете сейчас очень и очень одиноко. Да, люди вокруг есть, работа, друзья там и так далее. Но вот как-то вы ушли в заработки, ушли в работу с головой. Вы на самом деле, вы очень такой мужчина сильный. Вы, может, даже в чем-то, знаете, такой вот правдолюбец, да, вы всегда отстаиваете свою точку зрения. Вы очень хорошо, стабильно стоите на ногах. В общем-то, все, что вам надо, у вас есть, да, ну, как бы денег много не бывает, ну, в общем-то, вы самодостаточный мужчина, не бедствуете, скажем так, да. Ну, вот вы такой, знаете, вы, наверное, скорее добряк по натуре. Вы очень такой любвеобильный. Вы знаете, вот вам, наверное, даже нравится вот это вот состояние влюбленности, вот любви, да, вам всегда это нравилось, да, сейчас просто вам некому это отдавать, ну, временно, да. А вообще вам нравится заботиться о ком-то, да, вот даже, может быть, подарки дарить кому-то, вот своей любимой женщине, может быть, детям, да. Вот это именно состояние, когда твоя любимая женщина вот сияет, да, вот ты ей что-то подарил, и у нее глаза светятся, она как девочка маленькая прыгает до потолка, может быть, у кого-то, да. Ну, то есть вот нравится вам заботиться, вам нравилось вот это состояние любви, влюбленности. Вы очень такой добрый человек, может быть, даже в чем-то романтичный. Знаете, вот вы такой человек, который, ну, я не знаю, наверное, последний отдаст, если нужно будет. Так, добряк такой вы. Много было обмана в вашей жизни, хитрость была. Да, было разрушение отношений. Так. Но еще вы не отошли. Скорее вы не отошли еще от этих ваших отношений, да, вот еще есть вот какой-то огонек, может быть, у кого-то огонек надежды, кто-то из вас хочет помириться, да, кто-то же вот не отошел в том плане, что еще вы женщину вот не можете забыть, ну вот не можете вы ее из сердца выбросить и все. Может быть, мало времени прошло. Может быть, знаете, вы вот перелистываете переписки, пересматриваете фотографии, да, вот я уже не раз в своих видео говорила, вот, что вот если вы расходитесь с женщиной, не нужно пересматривать что-то, да, фотографии, переписки, либо еще что-то, то, что связано с вашей женщиной. Вы сами себе просто бередите душу, да, вы наступаете вот на свои же раны. Нужно, наоборот, избавиться от всего, что вам о ней напоминает. Но это так, маленький совет, потому что вы будете затягивать вот это свое болезненное состояние. Вам будет тяжелее найти другую женщину, потому что вы всех будете сравнивать с бывшей. И сравнение может быть не обязательно в пользу новой женщины, понимаете? Поэтому вот как-то так. Еще вы от прошлого не отошли. Ну а теперь давайте-ка посмотрим, что же вас ждет в будущем. Что у вас будет? Поездка какая-то должна состояться. У кого-то это может быть развлекательная поездка, да, кто-то может быть на отдых поедет, может быть там на природу, да, я не знаю. Кто-то может к родителям, к родственникам. Ну, то есть, в принципе, поездка будет довольно удачная. Кто-то может в командировку поедет. Ну, в общем-то, все хорошо должно быть. Деньги, в общем-то, будете зарабатывать, как и всегда, в том же темпе. Пока каких-то сверхъестественных заработков я не вижу. Чуть позже туда может быть у вас крупная сумма денег. Может быть там премия, знаете, либо же долг кто-то отдаст. Но это через какое-то время, это не так быстро. Кардинальные перемены вас ждут.
Причем, знаете, будьте осторожны, потому что может быть такое вот состояние у некоторых из вас, да, вот, ну, у всех подряд не может быть одинаковый расклад. Либо же, вот знаете, какое-то вот состояние переутомления может быть, да, либо же вот упадок сил какой-то. Ну, может также проигрываться такая, ну, небольшая, может быть, болезнь, да, вот может быть простуда, что, ну, сейчас как бы начинается сезон гриппа, да, ковиды и так далее. Ну, то есть, может быть такая не очень приятная ситуация, так что берегите свое здоровье. Так. Будет какая-то ситуация у вас также проигрываться, что вам придется, знаете, вот как будто один, как же это сказать, вот один против всех, да, вот это скорее на работе касается, когда вы, может быть, будете что-то отстаивать, да, либо же свою точку зрения, либо же там, я не знаю, какие-то рабочие моменты, у каждого свое будет. Ну, то есть, как будто что-то вы будете отстаивать. Может быть, кто-то свое рабочее место даже будет отстаивать, либо же свою зарплату, да. Ну, то есть, такие какие-то вот баталии на работе могут быть. Теперь, значит, знаете, вот может также проиграться звонок, либо же СМС от человека, которому вы, может быть, давно симпатизируете. Может быть, да, появится женщина, которая вам нравится. Может быть, вы не решались к ней подойти раньше, да. Но вот по какой-то причине вы не общались с этой женщиной. Может, у кого-то ссора проиграться, да, вот может недавно, я имею в виду, это свежая ссора. Вы могли из-за какой-то вот ерунды даже поссориться, но эта женщина, она сама появится к вам. Вот она, знаете, она не хочет вас потерять, но это касается тех, еще раз повторяю, касается тех, кто недавно просто вот поругался, да, вот какие-то дебаты небольшие. Женщина боится вас потерять, и она сама вот сделает шаг к примирению, и у вас начнется с ней новый жизненный этап. Женщина, вот знаете, вот эта вот ссора, она была как катализатор какой-то, да, вот она вот, ну, как бы поняла что-то, да, вот какую-то то ли работу над ошибками сделала, вот она очень боится вас потерять. Так, это тех касается, которые поссорились, да. Теперь смотрим на наших мужчин-холостяков, которые, да. Что у вас будет в личной жизни? Кардинальные перемены, как я уже говорила, да. Кстати, довольно хорошая, сытая жизнь у вас начинается. Вот у вас новый период, да, может быть, кто-то начнет больше зарабатывать. Вот будет шанс у вас. Я говорила, что у нас выпал туз пентаклей. Это либо же большая сумма денег, либо же вы что-то получите, да, может быть, вкладывать деньги куда-то будете. Ну, то есть какой-то вот такой классный вот сытый период у вас начинается. У вас будет, знаете, вот просто на раз-два получаться вот то дело, за которое вы беретесь. Может быть, кто-то новую работу найдет, да, вот, ну, то есть вот, ну, шикарная у вас просто начинается вот полоса жизненная. Плюс вы найдете, как бы, ну не то, что найдете, да, на дороге не валяется, вы повстречаете женщину. Может быть, женщина с ребенком, конечно, да, но вот она станет именно вот главной женщиной в вашей жизни. Вот некоторых мужчин, к сожалению, пугает ребенок, да, но ведь если любишь женщину, то полюбишь и его ребенка, а тем более, если это маленький ребенок, так еще и папой, может быть, называть будет, да. Так, вот знаете, у вас будут какие-то вот такие моменты, что вы еще и будете переживать, чтобы не потерять эту женщину. Вот то ли из-за своих сомнений, недоверия какого-то, да, вот вы будете самоедством опять же заниматься. Вот у вас попадется хорошая домашняя женщина, стабильная во всех отношениях, да, вот хорошая хозяйка, зарабатывать все, женщина не охотница за вашими деньгами. Но вот у вас постоянно вот какое-то, знаете, вот искушение просто. Вот сами себя как будто искушаете. Может быть, дьявол вас искушает, да.
Вот это вот недоверие какое-то к женщинам, постоянные сомнения, да, чтобы не ошибиться, чтобы она не предала и так далее. Ну, то есть вы будете сами себе выносить мозг, что я вам настоятельно не рекомендую делать, потому что, ну, женщина достойная, женщина хорошая, так, женщина, которая точно так же ищет любви, ищет заботы, да, она ищет такое вот надежное мужское плечо, да, потому что вот, ну, я думаю, ни для кого не секрет, что любая нормальная женщина хочет иметь рядом мужчину, за которым можно быть просто как за каменной стеной, да. Поэтому не нужно выносить самому себе мозг. Не нужно вот с недоверием каким-то относиться к женщинам, потому что, ну, все женщины разные. Понятно, что психотравма ваша – это очень большая сила, да, и она так быстро не проходит, к сожалению. Но как-то, ну, старайтесь вот именно умом понять, да, что все женщины разные, что если вас одна женщина там предала, допустим, да, или, ну, как-то нехорошо с вами поступила, это не значит, что и другая будет точно такая же, поверьте. Все люди разные. Так что вот, ну, не нужно самому себе выносить мозг и есть мозг чайной ложечкой, что называется. Да, вот вы будете переживать. Понимаете, вот будет такая ситуация, что она вам и понравится, эта женщина. Вот влюбитесь вы в нее, да. А с другой стороны, вот эти сомнения, вот вы сами себе как-то вот разбиваете сердце. Ну, старайтесь как-то бороться с этим, да. Все-таки вы сильные, вы мужчины, да, вы сильный пол. Вам ну совершенно не нужно раскисать. У вас выпала карта Солнца, которая означает, что у вас, в общем-то, все будет хорошо. Так, вот. Понимаете, вот у вас, вы стоите на пороге новой жизни, совершенно новая жизнь, новые перемены, новые начинания, да. Вот судя по раскладу, у вас будет и по работе, и в личной жизни все наладится. Вот единственный момент, да, вот я как говорила, будьте осторожны, может быть, чтобы не простудиться, да, либо же упадок сил от переутомления, может быть, там на работе будете много работать. Вот единственный такой вот, что печальный момент. А так вот, в принципе, у вас будет все очень и очень хорошо. Так что ждите, скоро у вас будет белая полоса. За черной всегда идет белая полоса, и вы не исключение. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!